В этом чекаут-туре мы посетим, пожалуй, самый популярный регион северо-запада Франции. Это граница Нормандии и Британии, район Сен-Мало и Мон-Сен-Мишель. Нас ждут старинные улочки, специалитеты местной кухни, парки и, конечно, океан. Но так как мы про отели, то в каждом видео будет обзор специально подобранных уникальных объектов гостеприимства. И в этот раз мы будем жить в очаровательных домашних отелях эпохи 17 века. Это будут замок формат Maison d'Hôte, особняк формат Gîte и гостевой дом в бывшей Сидерии. Посмотрим, справились ли владельцы, какие фишки они изобрели, ведь все они непрофессиональные ательеры и многое делают по наитию. Удалось ли им сделать свой отель по уму? Как это отразилось на их жизни? Семья поваров, скульптор и два друга, организаторы праздников. Итак, первая серия. Смотрим. Я Александр Ганаков, и я эксперт в отельном дизайне. Здесь я показываю не только, как построить отель по уму, но и как оптимизировать отдых и сделать это красиво. Новый выпуск каждую субботу. В мае 24 года 3 поколения семьи Ганаковых и маленькая собачка по имени Тортин отправились на мини-каникулы в сторону Нормандии. Привет! У тебя пикник? Особенность наших путешествий в том, что это чекаут-туры, больше похожие на экспедиции для поиска сокровищ, только в сфере хоспиталити. И первым местом для поиска сокровищ стало шато Изиньи. Этот замок был построен более 300 лет назад на руинах другого замка XI века и принадлежал семье Фуазиль. С 1976 года был заброшен. Жан-Франсуа Бельман, шеф-повар из Кёльна, давно мечтал о собственном отеле. В 2013 году он с женой Флоранс приобрели этот замок и в 2017 году переехали сюда жить и управлять своим Maison d'Hôte. Сегодня у нас шато. Здесь же проживают хозяева. Они живут в цокольном этаже, а верхние этажи сдают гостям. В наших видео я на конкретных примерах рассказываю про стандарты отелей. Соблюдение правил и стандартов – это всегда плюс. Но в уникальных местах основной плюс – это их уникальность. Сегодня не про стандарты. Комнаты в основном оставлены где были, но сделано несколько перегородок, чтобы добавить в номера санузлы. Сохранено большинство деревянных балок, проведена вода, сделано отопление, которых раньше не было. Вся сантехника подобрана с отсылом к истории. Окна поменены.
Большинство старинных вещей были куплены на местных бракантах или аукционах. Живопись, гобелены, камины. Здесь всего 3 номера. Стоимость от 80 до 120 евро за ночь с завтраком. И это совсем немного. Владельцы стараются максимально заполнить отель. Замок представлен, пожалуй, на всех сайтах для бронирования. Эй, кто бежит? Еще здесь предлагаются ужины и обеды. Стоимость меню 49 евро на человека, бронирование за 48 часов. Практически все предметы декора в шато можно купить. Кстати, зарядка для нашего автомобиля была бесплатной. Правда, пришлось подключиться к обычной бытовой розетке. Полностью зарядить машину не вышло. Удается ли получить от замка прибыль? Большинство начинающих инвесторов вкладывают деньги интуитивно, то есть не делая никаких расчетов, АДР, ревпар, тревпар, какие там индексы, показывающие положение в конкурентном пуле. Зачем же? У нас же все просто. В итоге что? Не ликвид. Не выдерживаем конкуренции, снижаем стоимость номера, пытаемся компенсировать потери загрузкой. На всех букингах скидки, спецпредложения, в результате копим усталость и разочарование. А должно быть наоборот. Что и происходит с этим замком в Нормандии. Я надеюсь, у Жан-Франсуа хорошая пенсия. Покупая этот замок, он не ошибся. Отличное расположение, рядом Мон-Сен-Мишель, и это удобная точка, если вы едете на машине из Парижа в Британь. Путь не быстрый, 5 часов, иногда больше. Если вы выехали не рано утром, то хорошо бы иметь место для ночевки. И этот замок как раз находится на границе между Нормандией и Британией, и это удобно для комфортного ночлега. Замок имеет потенциальные площади для расширения. Это хорошо. Есть дополнительное здание рядом, сейчас оно пустует, видимо, нужны финансы. Сейчас здесь всего 3 номера. Еще лет 5 назад цена была от 120 евро за ночь, в этом году от 79. Это очень мало. Я думаю, об окупаемости здесь речи вообще не идет. Какие есть решения? Если всего 3 номера, то они должны стоить дорого. Площади позволяют, то есть это вполне нормальные, обустроенные люксы. Но
Нужно добавить декора, например, лепнину на потолке, больше дерева, потому что сейчас это гипсокартон, простые прямые потолки, ну, для дорогого номера это не годится. Нужно добавить текстиль. Во Франции с текстилем вообще проблем нет. Сейчас текстиль, который есть в номерах, он очень дешевый выглядит. Цель такого номера минимум 300 евро за ночь, а нужно стремиться вообще к 800 евро за ночь. Это вполне реально, у конкурентов есть подобные цены. Тем более, что цены на Ибисе, ну, ближайшие отели, по-моему, начинаются от 120 евро и выше. Это эконом, бюджетно. Есть еще второй вариант. Это увеличение количества номеров. Даже за 79 евро за ночь можно вполне выйти на рентабельность. Вот, но нужно номеров делать максимально. То есть каждую сарайку сдать. Существующие люксы поделить. Потому что сейчас площадь большая, 2 комнаты за 79 евро, ну, слишком шикарно. Лучше поделить пополам. Каждую ячеечку по 79 уже можно на 2 умножить, да? То есть максимальное количество номеров. А самим хозяевам в этом случае лучше переехать на мансарду. Мансарда — это точно не ликвид для номеров, то есть без лифта гости туда не очень-то хотят селиться. Завтраки и зарядки для электромобилей сделать платными. То есть вообще платными делать все. Но я думаю, вряд ли такой вариант устроит Жан-Франсуа и Флоранс. Потому что что? Прощай, спокойная жизнь. Тут не обойтись без сотрудников. В Британии это недешево. Обычно вопрос сотрудников решается при помощи родственников. Так появляется семейный бизнес. Например, ресторан, в который мы зашли неподалеку от нашего замка отеля, был семейный. Папа шеф-повар, мама администратор, а сын у них лет, наверное, 12, официант, причем, ну, очень профессиональный. Все гости, по-моему, от него в восторге. Поедете в Мон-Сен-Мишель, рекомендую заехать сюда на ужин. Ужин Валяр Дуаз. Это семейный ресторан известного шеф-повара с множеством наград Жерома Люли. Вы когда-нибудь мечтали о собственном отеле или хотя бы квартире под сдачу в аренду? Давайте помечтаем вместе. А если вы уже реализовали эту мечту, то я предлагаю сравнить, что у вас получилось с тем, как эту мечту реализовали другие. Думаю, еще интереснее, если сравнить с другими регионами и странами. Чем дальше от вас, тем больше свежих идей. Я предлагаю не вариться в собственном соку или бульоне, как сказали бы французы. Вот уже, кстати, первая идея – поменять сок на бульон.
Думаю, после просмотра наших видео новых идей появится много. В следующей серии. Дом, в котором вырос Кристиан Диор. Что такое формат отелей «Жит»? Расскажу на примере Мануар де ла Бигудье. Впечатлимся городками Сен-Мало и Динар. Посетим самый популярный ресторан побережья – Калет. Попробуем канкальских устриц в Канкале и японско-бретонскую кухню. Если вы архитектор, ательер или хотите знать все об отелях, то этот канал YouTube специально для вас. Я помогу сделать отель по уму, не тратить время на поиски информации и деньги на исправление ошибок. Подписываясь на мой канал, вы повышаете свою насмотренность, грамотность и точно сможете общаться с отельными профи на равных.